Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. Новый год начался с сюрприза, скажем так, расчехлил альбомный год The Weeknd, который выпустил сегодня новую пластинку, которая называется Down FM. Конечно же, первым делом с утреца я ее уже послушал 2 раза, поэтому, как всегда, хочется обсудить, сделать это довольно быстренько, поэтому, как всегда, поехали. Всегда на своем канале я прохожусь по полному трек-листу альбома, и сделаю я это и сейчас, но скажу сразу, что говорить о каждом отдельном треке тут фактически нет смысла, потому что что-то внятное сказать про каждый отдельный трек тут, ну, тупо не получается. Поэтому смотрите. Down FM у нас тут просто интро с Джимом Керри, такое вхождение в альбом, приветствие. Второй трек Gasoline, миленький синти-поп трек, мы такое уже слышали, без восторгов, но хорошо. How Do I Make You Love Me, такой типичный, приятный радиотрек, тут уже понятно, почему альбом так называется, и в целом, какая у него будет стилистика. Четвертое, Take My Breath, определенно крутейшая песня, мне она очень нравится, хотя, опять же, без особых восторгов, потому что эта песня могла быть и на альбоме After Hours с таким же успехом, единственный вопрос, зачем здесь была абсолютно ненужная удлиненная версия, которую он включил в альбом, а не сингловая, потому что 5,5 минут песни Take My Breath — это немножко перебор. Пятый трек Sacrifice, который станет, уже точнее стал новым синглом с альбома, он получает радиоподдержку сразу же с первого дня. Хорошая песня, что-то новое от Викенда. Увы, нет, мы такое уже слышали. Шестая Tale by Quincy. Тут мы слышим культового Квинси Джонса, который, кстати, продюсировал этот альбом. Дальше у нас идет трек Out of Time, более такая, знаете, легкая, воздушная. Наверное, хотя бы этим она выделяется среди остальных. Потом Here We Go Again вместе с Тайлером The Creator. Тоже очень такая, знаете, легкая, простая песня. Я, если честно, от их дуэта ждал большего, но сойдет. Девятый, десятый треки Best Friend и Is There Someone Else. Если честно, тут прям очень проваливаются по качеству, и проблема тут в продюсировании. Это очень слышно по сравнению с другими композициями. 11 Starry Eyes. Тут у нас уже получше, чем прошлые два трека. То же самое Every Angel is Terrifying, Don't Break My Heart. Приятные синтепоп песни без какой-то претензии на что-то прекрасное. 14 I Heard You Married. Еще одна такая песня из слабых, которую можно отнести к этой категории. Less Than Zero — хорошая песня. И закрывает у нас тоже аутро от Джима Керри, называется Phantom Regret. И, собственно, да, как бы много композиций, 16 штук, из них 3 интро, аутро, интерлюдии. То есть чистыми мы получили 13 треков от The Weeknd. Ну и раз уж по трекам у меня не получилось чего-то выцепить интересного, давайте сразу переходить к выводам. Как слышно, Weeknd хотел этим альбомом сделать такой цельный, крупный проект. Об этом, естественно, говорят наличие интро, аутро, интерлюдии. Это всегда такой, знаете, крючок у артистов, чтобы завлечь, показать, что это какая-то цельная история, которую надо слушать целиком. К сожалению, тут это играет ему и на минус, и на плюс, потому что звучание альбома — это цельное. Это все синти-поп, приятный, радиофрендли, вкусный, который мы уже слышали много раз, который нам уже знаком, который не выделяется. Из-за того, что он хотел показать вот эту вот цельность, он на половине треков сделал в конце такие аутро, которые как бы отсылают нас к тому, что вы слушаете радио, бла-бла-бла. И это все играет нормально, когда ты слушаешь цельный альбом, но когда ты будешь слушать композиции отдельно, а этот альбом надо слушать отдельными композициями, то это немножко теряет свою магию и в целом может начать раздражать. Потому что когда ты слушаешь треки, 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 и тут вдруг у тебя песня Уикенда, которая как бы классная, но вдруг ты слушаешь аутро, которое вообще тут несопоставимо, то это уже не работает. И опять же, понятно, чего тут хочет Уикенд добиваться и чего он уже давно делает, потому что у нас в современности есть два артиста, которые уже много лет ищут в себе такого внутреннего Майкла Джексона. Это The Weeknd и Бруно Марс. И они оба классные артисты, но, к сожалению, у каждого из них есть только
кусочек пазла Майкла Джексона, потому что, ну, Бруно Марс, очевидно, талантливее как певец, как артист, у него сильный довольно голос, пишет он лучше немножко, чем Уикенд, а Уикенд же выигрывает больше в визуальной составляющей, он более концептуально видит свои проекты, он не боится каких-то визуалов интересных. И вот они как-то, знаете, все пытаются, хотя понятно, что, ну, второго Майкла Джексона у нас уже не случится. Еще хочу отметить один слабый момент, который почему-то я не вижу в первых вот отзывах от людей. Либо они это умалчивают, либо действительно пока никто не заметил, но я это скажу. На этом альбоме очень слабая лирика. И я понимаю, Уикенд никогда не был сильным лирицистом, это правда. И это никак ему особо не мешало создавать хорошую музыку, большие хиты, но на этом альбоме самая слабая лирика из всей дискографии Уикенда. Она настолько простая и поверхностная, что там даже не во что углубляться. Но, конечно, не только о минусах, есть тут и очевидные плюсы. Наверное, самым важным я бы сказал, что этот альбом очень стильный. Он красивый, он приятный. Эти треки такие вот, да, типично радио-френдли, это хорошо сделанные отсылки на 70-е, 80-е, это понятный синти-поп. Такие треки всегда в нашем понимании будут звучать неплохо, потому что они сами по себе структурно созданы для того, чтобы быть приятными, но не какими-то великими. То есть к этим песням каких-то конкретных жалоб даже особо не назвать. У меня есть конкретные жалобы к двум песням. Это Best Friend и Is There Someone Else, потому что тут конкретно налажал продюсер, треки слабо сделаны сами по себе, все остальное звучит хорошо, оно звучит созвучно, оно звучит вместе. Но можно ли оправдать 13 треков в таком одинаковом звучании без каких-то, ну хотя бы шаг вправо, шаг влево? Тут уже не знаю. Я бы, наверное, сказал, что Down Fam — это наглядный показатель того, что The Weeknd не альбомный артист, который очень хочет им быть, но не получается. Down FM — это пластинка с крутыми моментами, некоторыми филлерами и, конечно же, откровенно плохими моментами. Я считаю, что этот альбом нужно слушать выборочными песнями, которые вы добавите себе в плейлист и будете с удовольствием их слушать наряду с другими композициями других артистов. Нужен ли этот альбом как цельный проект, который будут слушать целиком, я не думаю. Потому что этим альбомом надо наслаждаться какими-то конкретными местами и моментами. Ну, а в целом для меня это 7.0 из 10. Ну и, конечно же, самое интересное и важное в конце — это ваша очередь. Расскажите, как вам новый альбом The Weeknd, какие у вас любимые песни с него, какие не очень, что вы вообще считаете по теме того, что Weeknd не альбомный артист, у него не очень получается сделать какую-то вот запоминающуюся именно работу, хотя при этом отдельно песни звучат круто. Что вы вот на эту тему думаете? Это такая очень интересная тема, потому что Weeknd все-таки один из основных игроков на поп-сцене в данный момент. Поэтому очень жду ваших комментариев, мне было бы очень интересно почитать. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.